Привет, друзья! В этом видео мы поговорим о необычном массажере Xiaomi JBack Neck Massager 2. Детально рассмотрим его принцип работы и способы управления. Разберемся, есть ли от него реальный толк или обещание производителя просто маркетинг. И, наконец, сделаем вывод, для кого он может оказаться настоящим спасением, к примеру, от головных болей, а кому может даже навредить. И забегая вперед, хочу отметить, что, несмотря на мой изначальный скептицизм, гаджет все же смог меня удивить. Впрочем, именно поэтому и появилось желание сделать данный обзор. Но перед началом не забудьте прожать кнопку подписаться, чтобы не пропустить новые обзоры гаджетов от Xiaomi. Поехали! В нынешнее время многие люди целыми днями работают в сидячем положении с неправильной осанкой, в результате чего спазмируются мышцы шеи и нарушается кровообращение. А это в свою очередь ведет к болям в шее, головокружению, головной боли и проблемам с давлением. В борьбе именно с этой проблемой компания Xiaomi запускала на краундфандинговой площадке сбор средств на шейный массажер JBack G2, который по итогу собрал в 12 раз больше необходимого. Что ж, давайте разбираться, в чем секрет такого успеха. Для начала пройдемся по комплектации и дизайну. Массажер поставляется в прочной коробке, на которой изображен сам девайс с названием на китайском. Кстати, Google переводит его как JBack хребет комфорт. По-моему, звучит круче оригинала. В комплекте помимо самого массажера мы также найдем кабель зарядки USB Type-C, компактный пульт управления с батарейкой, а также инструкцию на китайском языке. В последней, к слову, есть несколько важных моментов, о которых мы чуть позже подробнее поговорим. Касаемо дизайна самого массажера, как это чаще всего бывает у Xiaomi и ее суббрендов, несмотря на доступный ценник, гаджет может потягаться с именитыми брендами по качеству исполнения. Внешняя поверхность корпуса выполнена из надежного белого пластика с глянцевыми вставками. Внутренняя также из пластика, но уже прорезиненного по типу Soft Touch, что тактильно ощущается очень приятно. На месте расположения трех контактов корпус изготовлен из достаточно толстого силикона для лучшей подвижности массажных головок. В целом ощущается девайс добротно и надежно, ничего не лифтит и не скрипит, нет того самого чувства китайского ширпотреба. Загнутые вниз лапки массажера обеспечивают максимальное его прилегание к шее пользователя, а небольшой вес устройства всего 190 грамм и чуть смещенный центр тяжести предотвращает дополнительную нагрузку на шею и исключает дискомфорт для пользователя. Орган управления на корпусе только один – кнопка со световым индикатором, которая отвечает за включение, выключение массажера и выбор способа управления – с комплектного пульта или со смартфона. Здесь же со внутренней стороны массажера разместили разъем для зарядки, который закрывается силиконовой заглушкой. Однако, несмотря на кажущуюся герметичность, JBack G2 не имеет влагозащиты, так что ни о каком мытье под краном, например, не может идти и речи. На внутренней части ободка сзади расположились три металлические массажные головки с плавающей конструкцией, которая позволяет массажеру адаптироваться к различным типам шеи. Ход у пластин достаточно плавный и действительно помогает адаптировать девайс под рельеф шеи. Однако важно отметить, что какой-либо фиксации по ширине у ободка нет, так что массажер подойдет не на каждую шею. Так, например, в моем случае, так как шея достаточно тонкая, для работы массажера приходится облокачиваться на спинку стула или дивана для лучшего прилегания. А вот у мужчин, как правило, такой проблемы нет, и JBack G2 сидит идеально. В случае, если массажные головки не соприкасаются с кожей, девайс издает звуковой сигнал и спустя 60 секунд отключается, так что без хорошего прилегания полноценной работы ожидать не стоит. Перейдем к более интересному – принципу работы. Как вы уже могли догадаться, JBack G2 работает за счет электрических импульсов, которые провоцируют сокращение мышц, тем самым их расслабляя. Он имитирует три основных вида массажа. И если переводить дословно, то это разминание, скребковый и иглоукалывание, а также автоматический режим, который чередует все доступные виды массажа. По сути, режимы отличаются друг от друга периодичностью воздействия током, длинными и короткими импульсами. На практике мышцы сокращаются по-разному и ощущения действительно отличаются. По силе воздействия пользователю доступно 15 уровней, и вот самый высокий прям очень сильный. Вытерпеть, конечно, можно, но уже совсем некомфортно. Даже не знаю, кому бы подошло настолько интенсивное воздействие током. Так что лично я выше 6-7 уровня не поднимала.
Кстати, для лучшей проводимости перед использованием производитель рекомендует протирать влажной салфеткой шею и массажные пластины. В противном случае сила воздействия в разы снижается, и даже 15 уровень не кажется таким мощным. Так, при первом использовании, не зная данный лайфхак, я использовала массажер на сухой шее и сначала даже немного разочаровалась, так как особого эффекта не почувствовала. Также, помимо функции самого массажа, гаджет поддерживает подогрев до 42 градусов, который включается по умолчанию каждый раз, когда вы запускаете массажер. По заверению производителя, нагрев актуален для тех, кто страдает от плохого кровообращения, из-за чего шейный отдел позвоночника становится холодным и жестким, что особенно актуально зимой. На практике 42 градуса на коже ощущаются достаточно комфортно и не обжигают. Управлять JBEC G2 можно двумя способами: с помощью комплектного пульта или через фирменное приложение Mi Home. Простым нажатием кнопки на самом массажере загорается белый индикатор, который означает, что управление будет осуществляться через пульт. На нем расположено 5 функциональных клавиш, которые отвечают за выбор режимов, силу воздействия, запуск массажа и настройку нагрева. Последний включается и отключается по длительному нажатию на центральную кнопку. На мой взгляд, способ управления через пульт наименее удобный, так как не видно, какой режим и уровень активен. Так что приложение Mi Home в этом смысле более предпочтительно. Активируется этот режим управления длительным нажатием на кнопку питания, пока не загорится синий индикатор. Подключение JBEC G2 к смартфону происходит стандартно, как и для любого гаджета Xiaomi. Включаем массажер, заходим в приложение Mi Home, добавляем найденный девайс и, следуя подсказкам, завершаем сопряжение. Готово! Теперь вы наглядно можете управлять всеми возможностями JBEC G2. Здесь пользователю доступно включение-выключение нагрева, переключение между режимами, установка силы воздействия в диапазоне от 0 до 15 и выбор времени массажа до 30 минут. Также при желании в приложении вы можете сохранить наиболее часто используемые комбинации настроек для дальнейшего быстрого запуска в один клик. Что по автономности? Производителем заявлено до 8 дней работы при ежедневном массаже по 30 минут. На деле же встроенный аккумулятор на 1400 мАч лично мне обеспечил около 2 недель работы при ежедневном массаже по 20-30 минут без подогрева. Так что, вероятно, в случае использования данной функции как раз таки и получится те самые 8 дней. Со временем зарядки производитель также не обманул, за 3 часа от 0 до 100 JBEC заряжается стабильно. Кстати, здесь хочу отметить один неудобный момент. Посмотреть уровень заряда девайса ни на самом устройстве, ни в приложении нет возможности. Так что узнаете вы о том, что ваш девайс разрядился, когда световой индикатор загорится красным цветом. А в случае полной зарядки индикатор будет гореть зеленым. Неудобно однозначно, и почему нельзя было реализовать отображение в том же Mi Home, мне решительно непонятно. По итогу, разумеется, JBEC G2 не заменит профессиональный массаж и не вылечит серьезные хронические заболевания. Однако со снятием симптомов он справляется вполне успешно. На моем примере в течение рабочего дня за компьютером ощутимо устают плечи и шея, а под вечер частенько начинаются головные боли. Массажер заметно снимает спазмы в мышцах, неплохо расслабляет и в итоге купирует зарождающуюся от этого головную боль. И уж точно, JBEC G2 более результативен, чем, например, та же массажная подушка Xiaomi Lifan с легкой вибрацией, которая лишь делает вид, что массирует. При всей функциональности JBEC G2 не стоит забывать и про противопоказания, которые есть у любого гаджета, осуществляющего воздействие на организм. В инструкции указано, что данный гаджет нельзя применять при наличии проблем с сердцем, установленном кардиостимуляторе и эпилепсии, а при беременности нужно подходить с осторожностью. Ну и, конечно же, массажер рекомендуется к использованию исключительно в области шеи и никак иначе, что довольно логично. При учете того, что JBEC G2 вполне реально заказать на AliExpress за 3-4 тысячи рублей, думаю, это станет по-настоящему полезным приобретением для пользователей, ведущих сидящий образ жизни. Кстати, ссылку на самый выгодный вариант оставлю в описании. А что думаете вы об этом гаджете? Делитесь вашим мнением в комментариях. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте пальцы вверх и не забудьте подписаться. До новых встреч. Пока-пока.